Доброе утро, мои хорошие! Как у вас дела? Я давно не задавала этот вопрос, поэтому исправляюсь. Сегодня у нас будет несколько дней питания Кендалл Дженнер. Сейчас я активно пытаюсь привести свое лицо в порядок, чтобы предстать перед вами в более или менее опрятном виде. Не особо получается, если честно. Питание Кендалл очень сильно напоминает кето-диету. Это когда ваше питание сконцентрировано на белках и полезных жирах. Я человек, который обожает углеводы. Каши, фрукты, хлебцы. Это все есть в моем ежедневном рационе, поэтому я не знаю, что из этого получится, но мне безумно интересно попробовать и показать это вам. Кстати, можете написать в комментариях имя модели питания, которую вы хотите увидеть следующим. Немного отойду от темы, но эти бальзамы это нечто. Летом это некая панацея для моих губ, потому что они сухие, как Сахара. Утро Кендалл часто начинает с матчи. Это хорошая альтернатива кофе, повышает энергию, окисляет жиры и улучшает обменные процессы в организме. Я использую матчу с витамином С, поэтому это еще такой своеобразный заряд витамин. Эстетика этого авокадо пошла как-то не в ту сторону. У Кендалл всего два варианта любимых завтраков. Кто следит за моим инстаграмом, осознает уровень разочарования, который я испытала, потому что мои обычные завтраки напоминают какой-то шведский стол. Но там есть авокадо, так что живем. Кстати, многие нутрициологи советуют на завтрак делать выбор в сторону белков и жиров. Это стабилизирует уровень сахара в крови, и вследствие желания постоянно что-то перекусить на протяжении дня исчезает. Личный тренер модели Гуннар Паттерсон, кажется, так его зовут, разработал персональную программу тренировок, которая состоит из 13 упражнений. Она также есть на YouTube-канале Кендалл. Тренироваться она любит утром, а все упражнения в целом занимают не более 30 минут и направлены на прокачку всех групп мышц. За счет того, что тренировка довольно быстрая и не занимает много времени, даже если вы не суперспортсмен, 30 минут в день – это прекрасная возможность подтянуть свою фигуру и улучшить выносливость. Like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. Отдельную благодарность хочу выразить спонсору этого видео, без которого мне было бы намного сложнее найти всю необходимую и полезную продукцию для этого эксперимента, мой любимый iHerb. В магазине представлено огромное количество товаров из всевозможных сегментов, с доставкой по всему миру и технической поддержкой на 10 языках. Диетолог Кендалл не раз говорил, что переедание и нездоровая тяга к определенным продуктам – это следствие недостатка микроэлементов в вашем организме. Предварительно я сдала кровь на общий анализ и заказала все прописанные витамины. Кстати, по моему промокоду каждый из вас получает скидку 5% на все товары, а их там огромное количество. Обед – самый плотный прием пищи, и я решила попробовать что-то новое, поэтому помимо птицы сделала киноа, которую до этого ни разу не готовила. У нее какой-то очень специфический запах. Я надеюсь, это будет съедобно. Кендалл не раз говорила, что она одна из моделей, которая придерживается позиции антидиеты, которая не содержит четкого плана питания и сконцентрирована на умении слушать свой организм и насыщать его для получения энергии и поддержания работоспособности. Сама еда не должна быть единственным источником радости и удовольствия от жизни. Перекус представляет собой два варианта – натуральные ореховые батончики или овощи с хумусом, что, собственно, я и выбрала. Правда, потом меня озарило, что это единственный продукт, который я забыла купить. А по пути домой я умудрилась попасть под сильный ливень, который взялся из ниоткуда за 5 минут. Хумус – это закуска, которая делается из нута, в состав которой обычно входит кунжутная паста, оливковое масло и сок лимона. Он буквально идеально сочетается с овощами, даже с болгарским перцем, который я не любила всю свою жизнь. Но даже тут он справился на ура, поэтому такой вариант закуски останется со мной надолго. Maybe I was confused, or did you feel it too? In that room it suddenly just felt like it was me and you. 'Cause I forgot about your phone. I remember being really young, I'd say like 8, 9, 10, like around that time, and I remember having shortness of breath and going to my mom and telling her that. In hindsight, now I know that that was obviously
anxiety. В 2018 году Кендалл призналась, что с 10 лет страдает паническими атаками и повышенной тревожностью. Но одна из терапий, которая помогает модели – аромамасла. Это разновидность медицины, в которой используются эфирные масла, так как от запаха у человека может полностью измениться настроение и состояние. На ужин мне не пришлось ничего готовить, так как меня ждала радостная новость. Кендалл обожает суши. Пару лет назад я старалась держаться от таких блюд подальше. Мне всегда казалось, что это слишком калорийно, слишком углеводно и еще десяток подобных слишком. И только путем избавления от подобных тараканов в голове ты поистине обретаешь свободу выбора, что и когда есть. Перед завтраком я решила сделать небольшой ритуал по уходу за кожей. Сегодня я использовала скраб, чтобы очистить ее от мертвых клеток и придать более освежающий вид. Какао-масло для увлажнения и выравнивания тона и мои любимые патчи для более свежего взгляда. Мой мозг до конца еще не понял ситуацию и почему его разбудили так рано. На очереди у нас второй вариант завтрака – овсянка. Мне захотелось немного разнообразить эту скучную на первый взгляд кашу, поэтому добавила множество различных топпингов и ягоды. Кстати, после подобных сбалансированных завтраков чувство сытости не покидает вас как минимум часа 4. Хочу также отметить, что у Кендалл очень простые и доступные тренировки. Простые в плане, что вам не нужно никакое оборудование, вам даже не нужно идти в зал. Время обеда и распаковки салата. В моем случае это цезарь, который был успешно приобретен уже в готовом виде возле дома. Кстати, интересный факт, но Кендалл не любит соусы, аргументируя это тем, что ей нравится вкус овощей в их первоначальном виде, без различных приправ. Мой перекус был очевиден. Это идеальные батончики Сайхерб, в составе которых 6 грамм клетчатки и 7 грамм растительного белка. Я совру, если скажу, что это просто вкусно, потому что это божественно. Кендалл обожает замороженный йогурт, который, к сожалению, мне не удалось найти, поэтому мой выбор пал на натуральное мороженое. Эти 2 дня наглядно показали, что для поддержания стройной фигуры в первую очередь стоит наладить свои взаимоотношения с едой и начать воспринимать пищу лишь как источник насыщения для поддержания счастливой жизни. Возможно, в первую очередь стоит пересмотреть не содержание тарелки, а ваши отношения к самому себе и своему организму, ведь все начинается с вас самих. It's a long voyage. 정처 없이 또